Перу обычно показывают как страну открыток. Мачу-Пикчу в облаках, ламы на фоне гор, цветные пончо, каменные террасы, туристы с телефонами. Но если убрать туристическую картинку, Перу становится совсем другим местом. Здесь есть город, которому около 5000 лет. Он появился примерно в то время, когда в Египте только начиналась эпоха пирамид. Здесь стоят стены из каменных блоков, которые весят десятки, а по некоторым оценкам и больше 100 тонн. Здесь пустыня покрыта гигантскими рисунками, которые по-настоящему видно только сверху. Здесь под водой находили следы древних сооружений. Здесь в горах стоят города, до которых даже сегодня трудно добраться пешком. И самое странное, археологи продолжают находить новые объекты. Не легенды, не сказки, а реальные руины, храмы, платформы, стены и захоронения. Сегодня разберем 8 находок в Перу, которые заставляют по-другому смотреть на историю Америки. И начнем не с Мачу-Пикчу, потому что самая важная история Перу началась гораздо раньше. Первая находка – Кораль. Если спросить случайного человека, какая древняя цивилизация в Америке приходит ему в голову первой, он почти точно назовет майя, ацтеков или инков. Но Кораль старше их всех. Этот древний город находится в долине Супе, примерно в 180 километрах к северу от Лимы. На первый взгляд – пустыня, сухая земля, холмы, остатки древних платформ. Но возраст Кораля – около 5000 лет. Это не маленькая деревня и не случайное поселение. В Корале были пирамидальные платформы, площади, жилые зоны, церемониальные пространства и сложная организация города. По сути, перед нами один из древнейших городских центров всей Америки. И вот что делает его особенно странным. Кораль существовал примерно тогда, когда в Египте строились ранние пирамиды. То есть в Перу уже была развитая городская культура, когда многие части мира еще только переходили к большим поселениям. Но у Кораля есть еще одна деталь. Археологи не нашли там явных следов мощной военной культуры. Нет огромного количества оружия, нет крепостных стен, которые сразу говорят, здесь жили в постоянном страхе войны. Это был город с площадями, храмами, музыкой, торговлей и ритуалами. В Корале находили флейты из костей птиц и другие музыкальные инструменты. То есть люди не просто выживали, они строили, собирались на церемонии, создавали музыку и управляли большим обществом. И тут появляется вопрос, как цивилизация такого уровня возникла так рано в сухой долине без привычной нам картинки великих империй, царей и огромных армий. Кораль не выглядит как громкая сенсация с золотыми масками, он выглядит тише, но именно поэтому он опасен для простых схем истории, потому что показывает, сложные общества в Америке появились гораздо раньше, чем многие привыкли думать. Вторая находка – Саксайуаман. Если Кораль удивляет возрастом, то Саксайуаман бьет по глазам масштабом. Он находится над городом Куско. Это огромный комплекс с каменными стенами, которые собраны из блоков неправильной формы. Некоторые камни там настолько большие, что рядом с ними человек выглядит как маленькая фигурка. Обычно говорят, это крепость инков, но когда смотришь на стены Саксайуамана вблизи, слово «крепость» уже не объясняет главное. Главное, незачем ее строили. Главное, как. Блоки подогнаны друг к другу с такой точностью, что стыки выглядят почти невозможными. Камни не похожи на обычные кирпичи. У них сложная форма, множество граней, углов, изгибов. И при этом они держатся друг за друга без современного цемента. Вес некоторых блоков оценивают в десятки тонн. Есть оценки, где самые крупные камни называют весом больше 100 тонн. Даже если брать осторожно и не гнаться за самыми громкими цифрами, масштаб все равно безумный. Представь, камень размером с небольшой автобус. Его нужно добыть, отделить от скалы, перевести, поднять, поставить на место и подогнать к другим камням так, чтобы он вошел в стену, как часть сложной головоломки. И все это на высоте около 3500 метров над уровнем моря в горном районе. Официально считается, что инки были выдающимися строителями. Это правда. Они умели работать с камнем, строили дороги, террасы, храмы, города и крепости. Но Саксайуаман все равно оставляет ощущение, что мы видим не просто стену. Мы видим демонстрацию возможностей. Камни там не просто большие. Они выглядят так, будто строители хотели показать, мы можем обрабатывать материал так, как вы даже через века будете пытаться объяснить. Именно поэтому Саксайуаман до сих пор так хорошо работает на зрителя. Там не нужно ничего выдумывать, достаточно показать стену и человека рядом. Масштаб все скажет сам.
Третья находка – линии Назка. Это одна из самых узнаваемых загадок Перу. В пустыне Назка на юге страны находятся гигантские линии и рисунки. Там есть прямые линии, геометрические фигуры, спирали, трапеции и изображения животных – колибри, обезьяна, паук, кондор. Некоторые фигуры тянутся на десятки метров. Некоторые линии уходят почти до горизонта. Главная странность в том, что с Земли многие изображения плохо читаются. Настоящий эффект появляется сверху. С высоты становится понятно – пустыня превратилась в гигантское полотно. И тут возникает простой вопрос – зачем древним людям создавать рисунки такого размера, если лучше всего они видны с воздуха? Самый дешевый ответ для пришельцев, но мы так не делаем. Гораздо интереснее реальная загадка. Ученые предлагают разные версии – ритуальные маршруты, астрономические ориентиры, символы, связанные с водой, процессии, священный ландшафт. Проблема в том, что ни одна версия не закрывает все вопросы полностью. Пустыня Назка – одно из самых сухих мест на планете, именно поэтому линии сохранились так долго. Люди просто снимали верхний темный слой камней, открывая более светлую почву под ним. Работа вроде бы не требует фантастических технологий, но масштаб требует организации. Чтобы создать ровную линию на сотни метров, нужно планирование. Чтобы сделать огромную фигуру, нужно понимать форму целиком, даже если с Земли ты видишь только часть. То есть линии Назка не обязательно доказывают невозможные технологии, но они доказывают другое. У древних людей была система мышления, которую мы до конца не понимаем. Они создавали изображения не для случайного прохожего. Они работали с ландшафтом как с огромной картой, сценой или священным пространством. И чем больше исследователи находят новых линий, тем яснее становится – это был не один случайный рисунок, это была целая культура знаков. Четвертая находка – Мачу-Пикчу. Да, без него нельзя. Но важно говорить о Мачу-Пикчу не как о красивом месте для фотографии, а как об инженерном объекте. Город расположен в Андах на высоте около 2430 метров. Его построили на горном хребте между крутыми склонами, облаками и глубокими долинами. Сегодня туда едут туристы со всего мира, но когда смотришь на Мачу-Пикчу без открытки, возникает другой вопрос. Зачем строить город именно там? Это неудобная равнина, не легкая строительная площадка, не место, куда просто подвести материалы. Там нужно было укреплять склоны, делать террасы, отводить воду, строить стены, лестницы, каналы и помещения так, чтобы все это не сползло вниз после сезона дождей. И в этом главный секрет Мачу-Пикчу. Его красота держится на инженерии. Террасы были не просто для красоты. Они помогали стабилизировать склоны, удерживать почву, контролировать воду и создавать пространство для земледелия. Каменная кладка тоже не случайно. Многие стены выполнены так, чтобы выдерживать землетрясения. В Перу это критически важно, регион сейсмически активный. То есть Мачу-Пикчу – это не просто город в облаках. Это город, построенный в месте, где ошибка могла стоить всего объекта. И еще одна деталь. Испанцы не разрушили Мачу-Пикчу так, как многие другие центры инков. Долгое время он оставался вне главного внимания внешнего мира. Именно поэтому сегодня мы видим не просто руины, а редкий фрагмент древней системы, который сохранился лучше, чем мог бы. Но вопрос остается, почему именно это место было настолько важным? Царская резиденция, религиозный центр, священный ландшафт, политический символ? Версий много, и каждая объясняет часть картины, но не все. Если тебе нравится такой формат, без скучной лекции, но с фактами, цифрами и странными находками, подпишись на канал. Здесь мы разбираем древние места, где история выглядит слишком сложной, чтобы быть простой. Пятая находка – Чавин де Уантар. Если Мачу-Пикчу стоит на свету среди гор и туристических маршрутов, то Чавин де Уантар работает совсем иначе. Это древний церемониальный центр в Андах. Его история уходит на тысячи лет назад, еще задолго до инков. Главное в Чавине не только стены и площади, главное – подземные галереи. Внутри комплекса есть сеть каменных коридоров, проходов и камер. Узкие пространства, темные переходы, акустика, каменные каналы, ритуальные зоны. Представь древнего человека, который входит туда без электрического света. Снаружи – горы и небо, внутри – тьма, камень, эхо, вода, звук, фигуры божеств и ощущение, что ты попал в другой мир. В
В центре Чавина находится знаменитый каменный монолит, который называют Лансон. Это высокий резной камень с изображением сверхъестественного существа. Он стоял внутри комплекса, в темном пространстве, куда человек попадал после прохождения галерей. И вот здесь начинается самое интересное. Чавин был не просто храмом, это была система воздействия. Архитектура, звук, свет, тесные коридоры, каменные образы, возможно, ритуальные напитки – все могло работать вместе, чтобы человек переживал не обычную экскурсию, а сильный религиозный опыт. То есть древние строители понимали не только камень, они понимали психологию, они знали, как пространство влияет на человека. И это делает Чавин одним из самых сильных объектов Перу для нашего формата. Потому что там есть не просто древний храм, там есть древняя машина впечатления. Шестая находка – озеро Титикака. Это одно из самых известных озер Южной Америки. Оно расположено высоко в Андах, на границе Перу и Боливии, на высоте около 3800 метров над уровнем моря. Для древних культур этот регион был не просто красивым местом, он был священным пространством. С озером Титикака связаны легенды о происхождении инков. Рядом с ним развивались древние культуры, включая Тиуанака в боливийской части региона. А под водой археологи находили следы, которые только усилили интерес к этому месту. В разные годы сообщалось о подводных находках. Каменные конструкции, фрагменты стен, дороги, керамика, ритуальные предметы. Само по себе это не значит, что на дне лежит затонувшая Атлантида, но это значит другое. Берега озера менялись, уровень воды менялся. Люди жили рядом с ним, строили, проводили ритуалы, оставляли предметы, а часть древнего мира со временем оказалась скрыта водой. И это очень сильный образ. Высокогорное озеро, туман, холодная вода, древние предметы на дне. Здесь история буквально находится под поверхностью. Титикака важна еще и потому, что показывает, древняя история Перу не ограничивается каменными городами в горах. Она уходит в воду, в острова, в мифы, в маршруты между культурами. И чем больше изучают этот регион, тем сильнее ощущение, что мы видим только верхний слой. Седьмая находка – Чокекирао. Его часто называют сестрой Мачу-Пикчу, но это немного обманчивая фраза, потому что Чокекирао не просто похож на Мачу-Пикчу. Он показывает, насколько огромной и сложной была горная система инков. Этот комплекс находится в регионе Куско, высоко в Андах. Добраться туда намного труднее, чем до Мачу-Пикчу. Именно поэтому туристов там намного меньше. И это важный момент. Есть места, которые становятся символами. Мачу-Пикчу знают все. Его фотографируют, продают на открытках, ставят в учебники и путеводители. А рядом существуют другие объекты, не менее интересные, но гораздо менее раскрученные. Чокекирао – один из них. Там есть террасы, площади, стены, лестницы, каменные постройки и огромная территория, часть которой до сих пор не раскрыта полностью. Часто говорится, что раскопана и восстановлена только часть комплекса, то есть мы имеем древний город, который не просто забыли, он физически труднодоступен, он скрыт ландшафтом, он требует огромных усилий для изучения. И вот это дает сильный вопрос для зрителя. Сколько еще таких мест находится в Андах? Сколько объектов мы называем второстепенными только потому, что к ним труднее проложить туристический маршрут? Чокекирао важен не как второй Мачу-Пикчу, он важен как напоминание. Известная история часто зависит от того, куда смогла добраться дорога. Восьмая находка – древний храм на севере Перу. И это уже не история из далекого прошлого археологии. В последние годы в Перу продолжают находить новые церемониальные комплексы, которым несколько тысяч лет. Один из таких объектов – руины древнего храма возрастом около 4000 лет, найденные на севере страны. 4000 лет. Это не эпоха инков, это гораздо раньше. Когда люди слышат Перу, они часто сразу думают об инках, но инки – это только последняя яркая глава перед приходом испанцев. До них были другие культуры. До них строили храмы, проводили ритуалы, создавали города, оставляли сложные погребения и управляли большими территориями. И новые находки на севере Перу показывают, история региона все еще не закончена.
Археологи могут выйти в сухую долину, начать раскопки и найти место, которому тысячи лет. Не легенду, не слух, не фантазию. Стены, площадки, следы ритуалов, захоронения. Материальные доказательства того, что здесь существовал мир, о котором большинство людей вообще ничего не знает. И это, возможно, главный вывод всего выпуска. Перу не хранит одну загадку. Перу — это целый слой цивилизаций, где каждая новая находка сдвигает картину прошлого. Кораль показывает, что сложные города в Америке появились очень рано. Саксайо-Аман показывает уровень каменной работы, который до сих пор вызывает споры. Наска показывает, как древние люди превращали пустыню в гигантскую карту символов. Мачу-Пикчу доказывает, что инки могли строить в местах, где сама природа была против них. Чавин показывает, что архитектура могла быть не просто зданием, а инструментом ритуального воздействия. Титикака напоминает, что часть прошлого скрыта под водой. Чоки-Кирао доказывает, что даже рядом с известными местами остаются почти забытые города. А новые храмы на севере Перу показывают, археология этой страны еще далеко не закончена. И вот теперь главный вопрос. Как ты думаешь, что в Перу самое странное? Гигантские камни, линии в пустыне, древние города или находки, которые продолжают появляться спустя тысячи лет? Напиши в комментариях. А если тебе интересны места, где под известной историей скрывается второй слой, посмотри ролик про пирамиды Египта. Там мы разбирали, что туристы видят на поверхности и что может находиться ниже.